А почему мы боимся эндоскопии? Человек, который себя любит, должен себе это подарить. Мир золотистых розовых единорогов. Рак желудка в большинстве случаев предотвратим в 0,3 и поехал обследоваться. Вот это обязательные правила. Острая пища портит желудок, а вот каша на завтрак – самое полезное блюдо. Нужно обязательно есть суп, чтобы живот не болел, а вот запивать еду вредно. Но и в сухомятку тоже есть не положено. Так от чего же на самом деле может заболеть живот? У кого и почему обостряется язва? И как все-таки есть, чтобы не болеть? О здоровом пищеварении сегодня поговорим с гастроэнтерологом Дмитрием Бординым. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Бордин, доктор медицинских наук, зав. Отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Центра имени Логинова. Член-корреспондент Европейской группы по изучению Helicobacter pylori и микробиоты. Лауреат премии правительства России в области науки и техники. Ну, начнем, наверное, с тех мифов, которые до сих пор в нашей голове очень прочно сидят. Я уже их озвучила в самом начале. Давайте коротенечко по ним пройдемся. Острая пища действительно может повредить нашему желудку? Слушайте, в желудке такая агрессивная среда. Там кислота, там пепсин. Все это нацелено на то, чтобы разломать клеточные оболочки съеденной пищи, да еще и бактерии, которые попали в желудок вместе с едой, чтобы защитить нашу внутреннюю среду. Поэтому сказать, что острая пища принципиально как-то вредна, трудно. Есть люди, которые к этому привыкли, особенно южные люди. Видимо, это один из способов защиты от паразитов и от бактерий. По сути дела, если человек ест острую еду, нормально ее переносит, от этого живот не болит, ну значит нормально. Отлично. Доктор разрешил. Суп действительно нужен взрослому человеку? Я вот не люблю, например, суп, не понимаю. Слушайте, это просто один из вариантов приготовления пищи, а за счет того, что там дополнительная жидкость есть, это способ быстро насытиться пищей. То есть в целом, если человеку нравится суп, то он может его есть, но сильно не рассчитывая на то, что он этим супом свои желудочные раны каким-то образом залечит. А если не нравится, то да, пожалуйста, вот тебе второе. Как правило, когда мы говорим про боли в животе, это может быть связано с конкретными блюдами. И тогда мы рекомендуем их не есть. Но все-таки давайте искать причину, особенно если она устранима. И тогда мы более эффективно справимся с этим болевым синдромом и с другими рисками. Хорошо, следующее убеждение, которое звучит прям с самого детства. Пищу нельзя запивать. Можно ли запивать? Нельзя. Что сегодня говорит гастроэнтерология по этому поводу? Слушайте, это, наверное, скорее опять вопрос культуры и диетологии. Если мы едим медленно, нормально пережевываем пищу, как правило, и не возникает необходимости хорошо смоченную слюной пищу дополнительно запивать жидкостью. Но если возникает такое желание и нарастает во времени, может быть, есть повод для обследования, потому что есть некоторые заболевания пищевода, при которых нарушается проглатывание сначала твердой, а потом жидкой пищи. В целом, я не вижу большой проблемы, но попадает пища в желудок, потом попадает жидкость. Если вы пьете после еды, чем это отличается от того, что вы пьете в процессе еды? По большому счету нет. Желудок — это такой резервуар, который накапливает еду съеденную и переваривает ее. То есть, по большому счету, тоже здесь сильных каких-то принципиальных позиций гастроэнтерологических нет. Хорошо, поехали дальше. Все-таки позиция современной гастроэнтерологии. Сколько раз в день должен есть здоровый человек? Обычно мы говорим о том, что мы должны есть не менее 3 раз в день. Если возникают патологии органов пищеварения, особенно патологии билиарной системы, мы рекомендуем увеличить частоту приемов пищи до 4-5 раз в день. В чем там идея? Желчный пузырь накапливает желчь в периоды между приемами пищи. Если возникает билиарный сладж, то есть такая неоднородная желчь при УЗИ, то учащение приемов пищи чаще опорожняет пузырь, меньше условий для формирования камней. Тогда переходим к проблемам. Предположим, человек живет, вкусно кушает, и все у него хорошо. Но тут внезапно появляются какие-то боли, возможно, связанные с приемами пищи или не связанные. Как человеку понять, это опасная боль или ничего страшного, просто временный дискомфорт? Елена, это достаточно сложный вопрос. Мы не можем оценить, насколько опасна та боль, которая у нас возникла. Но понятно, что если это какая-то острая, нетерпимая боль, в 0,3 и поехал обследоваться. Если боль иногда возникает подспудно, возникла, прошла,
Это может быть сигналом о неблагополучии и каких-то рисках, а может быть проявлением реакции органов пищеварения на неблагополучие какое-то внешнее, психоэмоциональное, реакция на стресс. Никогда не скажем, что это такое, пока не пройдем обследование. Поэтому моя позиция такая: возникла боль в животе, обращаемся к доктору, проводим обследование, исключаем органические заболевания. Если все это исключено, и мы понимаем, что нет явной причины для этих болей, мы обсуждаем с пациентом, что это может быть проявлением функциональной диспепсии или какого-то другого функционального заболевания, которое снижает качество жизни, но ее не ограничивает. Но мы должны для начала в этом убедиться. И первое, что мы делаем при болях верхних отделов живота, обследование на хеликобактерную инфекцию. Дмитрий Станиславович, ну вернемся к Helicobacter pylori. Я знаю, это любимая тема. Давайте вот такой момент обсудим. Смотрите, в идеале, конечно, это вот такой мир золотистых розовых единорогов. Когда у человека что-то заболело, он тут же позвонил своему врачу и прям с таким доверием к этому врачу пошел. Но чаще всего бывает же не так. У человека болит, месяц болит, 2 болит, полгода, год. Вот давайте такой реальный алгоритм действий составим. Заболела, сколько реально можно терпеть эту боль? Если она не сильно беспокоит, если это не острая какая-то проблема. А вот на этот вопрос ответить невозможно. Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что иногда боль возникает, и она является сигналом о каком-то очень тяжелом заболевании, а раньше вообще ничего не беспокоило. В других ситуациях есть боль, которая периодически повторяется, и при обследовании мы ничего не находим. Но опять ключевое слово – обследование, чтобы понять, что за этим стоит. То есть чем раньше все-таки человек пойдет к врачу для того, чтобы понять, что же внутри там у него происходит, тем лучше. А вот скажите, в каких случаях и при какой боли самостоятельное назначение там каких-то ферментов, например, да, препаратов, которые успокаивают боль в животе, могут не помочь, а навредить? Ну, такая проблема доступа медицинской помощи существует везде. И, скажем, те же ингибиторы протонной помпы в некоторых странах доступны безрецептурные, но с указанием, если 7 дней принимаете, не прошло, все равно пойти к доктору. В этой ситуации примерно так же. Если вы принимаете какие-то препараты, но все равно боль, тем не менее, повторяется, все-таки не надо затягивать. Убедитесь, что эта боль не сигнал о неблагополучии, либо наоборот. Выявите заболевание на ранней стадии, когда оно хорошо лечится и не влияет на будущую продолжительность жизни. Хочется еще, конечно, поговорить о том, что весной у многих людей обостряются те боли, которые беспокоили их ранее, и для меня это всегда большая загадка. Неужели наш желудок чувствует, что приходит весна? Как это происходит? Ну, конечно, слушайте, мы все чувствуем, что приходит весна, потом приходит осень, день становится длиннее, гормональный фон меняется вегетативная нервная система. С другой стороны, может быть, накапливаются какие-то дефициты витаминов из-за изменения структуры питания. Поэтому вот эти весенние-осенние обострения разных заболеваний, в том числе и болезней органов пищеварения, вполне возможны. И раньше вообще очень хорошо было известно весеннее-осеннее обострение язвы. Другой вопрос, что когда стало понятно, что язвенная болезнь возникает на фоне любимого нами с вами хеликобактерной инфекции, мы теперь ведь пролечили множество людей от хеликобактерной инфекции, и у нас в Москве заболеваемость язвенной болезнью по сравнению с 1994 годом уменьшилась на 80%. То есть раньше-то думали, какие-то там вот весна, осень вызывают обострение язвы, оказалось нет, это дополнительные факторы на фоне хронически текущего хеликобактерного гастрита. Убрали фон, не возникает обострений. Ну, хорошо, поехали к нашему хеликобактеру любимому, потому что куда ни глянь, любая боль в животе, в желудке, так или иначе, говорит нам о том, что, возможно, та самая вредоносная бактерия, которая живет в каждом из нас, она начинает свое агрессивное действие. Давайте поговорим об этом. Кто этот вообще вредитель? Кто такой Helicobacter pylori? Вообще говоря, это бактерия, которая живет в антральном отделе желудка. К счастью, уже далеко не у каждого из нас.
Если исследования конца 90-х годов, проведенные в Сибири, показывали там 85-90% распространенность, то теперь современные данные говорят о том, что во всем мире примерно на 15% снизилась распространенность этой инфекции. Кстати говоря, параллельно с этим снизилась заболеваемость язвой и раком желудка. Это связанные вещи. В России тоже произошло снижение. Мы видим по исследованиям, а теперь доступен 13 ЦО-разный дыхательный тест, что теперь распространенность около 40%. Чуть-чуть побольше в южных федеральных округах, меньше в северных. Сейчас мы в Москве проводим эпидемиологическое исследование, и мы видим цифру 37% взрослых имеет хеликобактерную инфекцию. Но не каждый, треть. Во многом благодаря тому, что мы умеем диагностировать, лечить, а когда мы лечим человека, мы уменьшаем количество источников инфекции. Хеликобактер пилори можно назвать виновником таких самых серьезных заболеваний желудка, онкологических процессов, язвы, гастриты. Что в нем плохого? Почему от него нужно избавляться людям? Это бактерия, которая во всех случаях вызывает гастрит. Он сам не проходит, пока не пролечится. Бактерия сама не может исчезнуть из желудка. При этом вот этот фон гастрита может приводить к тому, что возникает язва. И мы с вами сегодня уже обсуждали, что как только мы поняли, что язвенная болезнь возникает на фоне гастрита хеликобактерного и лечили больных язвенной болезнью, мы резко снизили распространенность заболеваемости и нет рецидивов язвенной болезни, если устранен хеликобактер пилори. То же самое касается рака желудка. Оказалось, что 90% раков желудка обусловлены длительным течением хеликобактерной инфекции. То есть по современным представлениям рак желудка в большинстве случаев предотвратим, потому что известен причинный фактор, а он устраним. Другой вопрос, что из всех инфицированных хеликобактерной инфекцией раком заболеет 2-3%, но мы не знаем, вот у кого с хеликобактерной инфекцией рак возникнет, у кого не возникнет. Поэтому современные стратегии первичной профилактики рака желудка базируются на лечении хеликобактерной инфекции у всех взрослых, у которых выявляется. Я подчеркиваю, взрослых. У детей чуть-чуть другая история. И мы должны понимать, что передача хеликобактера происходит, как правило, в детском возрасте. И чаще всего от мамы. Потому что путь передачи фекально-оральный, и у мамы очень близкая связь с ребенком, как правило. Так ведь? Кстати говоря, и женщины, которые планируют беременность, лучше бы понимать, есть хеликобактер или нет, потому что данные исследования показывают, что беременность с точки зрения токсикоза первой половины беременности, болевого синдрома протекает хуже при наличии хеликобактерной инфекции, чем без таковой. Поэтому планируйте беременность, избавляйтесь от хеликобактерной инфекции, вы перестаете быть источником инфекции для других, в том числе для своего ребенка, и у ребенка не будет соответствующих проблем в будущем. И в конце концов для себя. Да? Да. Это очень важно. Друзья мои, сегодня мы понимаем, что наличие такой бактерии хеликобактер пилори в вашем желудке может способствовать возникновению серьезных заболеваний. А теперь давайте поговорим, как же человеку самому понять, что хеликобактер пилори у него есть? По каким симптомам, по каким ощущениям? Как правило, поводом для обследования являются как раз симптомы боли, дискомфорта в эпигастре, жжения в эпигастре, так называемых симптомов диспепсии. Если вы приходите с таким жалобами к доктору, грамотный доктор первым делом направит на тест на хеликобактерную инфекцию. Если человеку нет 50 лет, если нет факторов риска рака желудка семейных, нет каких-то симптомов тревоги, скажем, анемии, достаточно сделать 13 ЦО-разный дыхательный тест. И если он позитивен, то провести лечение хеликобактерной инфекции. Современные схемы имеют очень четкий критерий. Вот Российская гастроэнтерологическая ассоциация для терапии первой линии рекомендует 3 режима терапии. Все они 14-дневные, все они 4-компонентные, все они содержат 2 антибиотика. Если человека беспокоит боль в области живота, до или после еды не так важно, вздутие, какое-то неприятное ощущение, дискомфорт, это повод для того, чтобы обратиться к врачу и пройти так называемый дыхательный тест. Вот давайте чуть подробнее, потому что когда мы с врачами говорим об исследовании желудка, все хватаются за живот, за голову и говорят: ой, нет, назначат гастроскопию, не хочу, боюсь. Что такое дыхательный тест? Это больно ли? И как к нему нужно готовиться? Рассказывайте. Дыхательный тест предусматривает исследование выдыхаемого воздуха. Поэтому выдохнуть воздух никогда не больно. То есть человек приходит на тест,
натощак, при условии последний месяц не принимал никакие антибиотики, не принимал препараты висмута и в течение 2 недель не принимал препараты, блокирующие кислот продукции, ингибиторы протонной помпы. Натощак человек выдыхает в мешочек, выпивает специальный тестовый раствор, через полчаса выдыхает во второй мешочек, и мы сравниваем концентрацию 13-го изотопа углерода, которым обогащена мочевина, которую человек принимает. Если хеликобактер есть в желудке, он расщепляет мочевину до ионов аммония и углекислого газа. Углекислый газ несет 13 изотоп углерода, которым обогащен тестовый раствор, и выдыхаем в воздухе, увеличивается количество этого изотопа. Мы видим, что его становится с помощью прибора больше, на 4 промилле и более. Говорим, да, тест позитивный, значит хеликобактер есть. Значит, надо лечить, соответственно. Соответственно, во всех случаях назначаем лечение. Да. Хорошо, это обследование является бесплатным для жителей Российской Федерации? Это обследование пока не входит в систему обязательного медицинского страхования, но очевидно, что в ближайшее время должна войти, потому что этот метод рекомендован клиническими рекомендациями по диагностике лечению гастрита, язвенной болезни. Ну, то есть пока это платно? Пока это платная услуга. К счастью, она доступна во всех сетевых лабораториях. И, кстати говоря, вот обращаюсь к жителям Москвы. Мы сейчас проводим эпидемиологическое исследование распространенности хеликобактер пилори у москвичей и бесплатно делаем 13C-уразный дыхательный тест. Мы дадим специальную информацию, как записаться. Сейчас нам нужны преимущественно мужчины, потому что женщины более активные, практически мы их набрали для нашего исследования, но некоторые когорты остались. Приходите, сделаем бесплатно дыхательный тест, и вы будете знать, если у вас хеликобактер пилори. Второе, мы сделаем гастропанель. Второй момент, который мы должны были обсудить. Гастрит протекает, происходит изменение клеточного состава, и в конечном итоге человек приходит к раку. Понятно, длинный путь. И мы можем с помощью разных методов уточнить, а на каком этапе человек сейчас находится. Конечно, в идеале это гастроскопия с забором 5 кусочков биоптатов и морфологическими исследованиями. Это говорит о индивидуальном риске развития рака желудка. Но понять, есть ли признаки атрофии, можно и по гастропанели. А это анализ крови. И мы это тоже делаем в рамках нашего эпидемиологического исследования. Кроме того, часть наших респондентов мы приглашаем еще и на эндоскопию с этими биопсиями. И, конечно, после этого вы полностью понимаете свои риски. Тех, у кого хеликобактер находим, мы назначаем терапию, и люди избавляются от этой инфекции. Потом проводим контрольный дыхательный тест, чтобы понять, что мы достигли цели терапии. Ну вот видите, друзья мои, на самом деле для того, чтобы понять, что же в вашем желудке происходит, совсем не обязательно вот бояться эндоскопического исследования, да, глотать кишку, как нам говорили и в подростковом моем возрасте, и сейчас кто-то так говорит. Гастропанель и дыхательный тест тоже могут доктору рассказать о том, что происходит в вашем животике. Доктор, давайте про лечение поговорим, потому что Можно я еще такое небольшое уточнение внесу? Вот дыхательный тест и гастропанель позволяют понять, есть ли хеликобактер как причина изменений, и на каком этапе вы находитесь, входите ли в группу риска, и нужно ли сделать эндоскопию. Если 50 лет и больше, если были больные раком желудка родственники, то точно вы в группе риска. И точно нужно понять, есть у вас хеликобактер или нет. Это вас спасает, если вы пролечите от хеликобактера. И еще один важный момент. А почему мы боимся эндоскопии? Боль, дискомфорт? Ну, неприятная все-таки эта процедура. Но согласитесь, вы, кстати, давно эндоскопию сами делали? Ну, я делал это не так давно, в пределах 2 лет, в рамках чекапа. Причем я делал и гастро, и колоноскопию под седацией, которые в моих воспоминаниях остаются тем, что я заснул, проснулся. У меня воспоминания о радостных снах, да? Воспоминания о радостных снах и протоколы исследования. То есть сейчас можно гастроскопию и ту же колоноскопию сделать под седацией и не присутствовать при своем исследовании, и не испытывать какие-то дискомфортные явления. Кстати, опять же, в той же Москве сейчас открыто 4 эндоскопических центра, и по направлению из поликлиник там делается гастро- и колоноскопия под седацией. В рамках чекапа кому необходимо все-таки эндоскопическое исследование желудка пройти? Давайте об этом тоже скажем. Если человеку 50 и больше лет, уже серьезная вероятность, что в желудке накопились те изменения, которые могут привести к раку. Поэтому по всем рекомендациям 50+, это гастроскопия и колоноскопия.
рак желудка и рак толстой кишки – это самые главные локализации для раков у человека с точки зрения раков органов пищеварения. Колоректальный рак – второе место, рак желудка – четвертое место. Это предотвратимо, потому что при неопластические, то есть предраковые изменения, легко выявить, а полипы в кишке убрать, из которых рак может образоваться. Поэтому чекап – это такая важная процедура. Человек, который себя любит, должен себе это подарить. Причем сейчас это, может быть, где-то смещается даже к 45 годам. Чем раньше это проведено, тем лучше. Я вообще считаю, дорогие зрители, вот если кто-то смотрит нас и думает, что подарить своим родителям на день рождения, на Новый год, вот мое мнение, это лучший подарок. Подарить гастро- и колоноскопию под седацией, быть спокойным, пройти в хорошем месте, да, и быть спокойным, что все хорошо. Какие, все-таки давайте мы к эндоскопическому исследованию вернемся, стаж 45, семейный анамнез отягощенный, это окей, понятно. Какие 3 самых важных симптома должны человека все-таки заставить пойти к врачу-эндоскописту и сделать эту процедуру? Сначала нужно пойти к врачу-гастроэнтерологу или терапевту, чтобы доктор оценил клиническую симптоматику, риски и порекомендовал пройти это исследование. Итак, любая боль, что-то новое в животе появилось, какие-то дискомфортные явления, вдруг запор появился, или диарея, вдруг изжога появилась, вес снижается. Это все факторы риска. Анемия непонятного происхождения. Вроде так нет источника кровотечения. Сдали плановый клинический анализ крови, а гемоглобин снизился. Почему? Чаще всего это следствие изменений в пищеварительном тракте. Либо там источник кровотечения, либо не усваивается, скажем, витамин В12 при аутоиммунном гастрите. И бояться, мне кажется, вот здесь я очень хочу, чтобы вы сказали нашим телезрителям о том, что вы, как доктор, практикующий каждый день, видите на приемах. Скорее всего, к вам приходят люди уже напуганные, да, они боятся, что с ними будет дальше, а какое лечение, а если это рак, что я буду делать. Почему важно поймать болезнь, вот чем раньше, тем лучше, на ранней стадии? Но мы понимаем, что любое заболевание, чем раньше выявлено, тем легче лечится. И задача сейчас, для чего эндоскопические центры созданы? Для того, чтобы выявлять предраковые изменения и понимать, кто в группе риска возникновения рака, и наблюдать их через определенные интервалы. Либо рак на ранней стадии. Вот в Южной Корее и в Японии рак желудка на ранней стадии находит в 80% случаев. Лечение заключается в том, что эндоскопически убирается участок слизистой оболочки, и все. Но потом, понятно, нужно смотреть, если хеликобактер как фактор риска повторного рака, и действительно и там на 50% снижается риск повторного рака, если хеликобактер убран. Но это все сейчас настолько отработано, настолько понятно, что никаких страхов не должно быть. Вот пойду к доктору, что-нибудь найдут, что я буду делать? Так наоборот, надо пойти на ранней стадии выявить, убрать и жить дальше спокойно. Бояться не нужно, друзья, я вам точно говорю. Лучше прийти заранее, убедиться, что все у вас там в порядке. Если не в порядке, то быть в контакте со своим врачом. Helicobacter pylori. Лечение. Схемы, 3 схемы, мы это уже обсудили. В каждой схеме есть антибиотикотерапия. Люди наши боятся антибиотиков. А что будет потом? Почему важно все-таки пролечиться? И какова вероятность того, что после этого лечения хеликобактер не вернется вновь? Очень важный вопрос. У нас, с одной стороны, как только люди начинают чихать или ОРЗ заболевают, начинают пить антибиотики. Когда они вообще не нужны. Не влияют антибиотики на вирус. С другой стороны, как только возникает вопрос о лечении хеликобактерной инфекции, а это та инфекция, которая к раку может привести, 14-дневный курс – это стандарт, только это работает. Да, 14 дней нужно пропить 2 антибиотика, при этом присутствует еще препарат, который создает условия для работы антибиотиков, блокатор кислот продукции, и там мы выбираем эзометразол или рабипрозол. Это 2 молекулы, которые в максимальной степени подавляют кислотопродукцию для создания условий для работы антибиотиков. Как правило, обязательным компонентом радиационной терапии является препарат висмута. Он преодолевает резистентность бактерий к антибиотикам, он повышает эффективность терапии. Вот эта 5-компонентная схема с добавлением рибамипида дает эффект, приближающийся к 100%. То есть, в принципе, с первого раза в большинстве случаев можно от хеликобактера избавиться, если правильно пролечиться и правильно все принять.
Каков риск повторно заразиться? Во-первых, сначала через 30 дней после завершения лечения нужно сделать контрольный тест и убедиться, что это лечение было эффективным. Вот это очень важно, потому что многие люди пьют таблетки, забывают, вроде бы все хорошо, да? Классно, что вы это сказали. Это все пройдет, боли пройдут. На фоне тех препаратов, которые мы применяем, тут и ингибиторы протонной помпы, и висмут, и рибамипид, они как раз уменьшают боль, дискомфорт, противовоспалительный эффект оказывают. Но убедитесь, что инфекция убрана. Мы же лечим антибиотиками, чтобы от инфекции избавиться, а не от симптомов. Насколько высок риск повторно заразиться? Мы уже обсудили, что заражение происходит в детском возрасте, когда у ребенка очень мощный контакт с окружающей средой. Взрослый заражается фекально-оральным путем, через грязные руки. То есть достаточно просто соблюдать элементарную гигиену, руки мыть перед едой, придя с улицы. После туалета. После туалета, безусловно. Вот канализация и горячее водоснабжение защищает нас от кишечных инфекций, в том числе от хеликобактера. Итак, в популяции у людей, которые живут в городе с горячим водоснабжением, с канализацией, риск повторного заражения не превышает 1% в год. Об этом многие крупные исследования говорят. Я слышала, что приборы столовые могут хеликобактер передавать. Это так? Действительно? В гостях лучше со своей вилкой, да? Слушайте, но у большинства людей сейчас посудомоечные машины, поэтому эта А у проблема кого решается. нет посудомоечной машины? Ну, если эту вилку, ложку только что облизали и вам дали, тут какие-то вопросы могут быть, но тут возникает второй вопрос. А есть ли во рту хеликобактер пилори и можно ли заразиться при поцелуе? Этот вопрос, конечно же, у меня возникает. Но он правильно возникает, и очень часто по этому поводу возникают дискуссии. Мы говорили, что хеликобактер в желудке живет, там оптимальные условия для него. Во рту не оптимальные условия для хеликобактера. Чтобы он там появился, и в том количестве, которое может быть передан другому человеку, нужно, чтобы был мощный рефлюкс. Или там недавно была рвота. Ну, как правило, после этого целоваться не сильно хочется. Мы сейчас встречаемся с этой проблемой, вот лечим одного из супругов, другой говорит, мне вот я сейчас домой приду, меня жена заразит. Видите жену, мы что же ей можем сделать дыхательный тест, кроме того, давайте ее тоже от рака будущего защитим. Или от кровотечения, когда в старости будет принимать нестероидные противовоспалительные препараты, какие-нибудь препараты, антикоагулянты по показаниям, да, повышает риск кровотечения при наличии хеликобактера. Так вот, приводят супруги супругов, и очень часто мы получаем отрицательные результаты, хотя люди много лет прожили. Взрослым трудно заразиться. То есть достаточно человеку на самом деле хорошо взяться за свое здоровье, пролечить вместе с доктором хеликобактер пилори, который является в большинстве своем причиной даже злокачественных новообразований, чего люди больше всего боятся, и быть спокойным, друзья, что все хорошо. Представляете, это просто таблетки, которые вы принимаете под наблюдением своего лечащего врача. А дальше, доктор, вот скажите, пожалуйста, все-таки дальше человек решает жить правильнее, есть полезную пищу, да, и каким-то образом ухаживать за своим желудочно-кишечным трактом. Давайте назовем с вами 5 основных правил для человека, который хочет быть здоров и уверен в том, что с животиком его все хорошо. Первое правило – знать, что хеликобактера нет. Если он был, то при лечении убедиться, что он исчез. Второй момент – когда вам уже около 50 и вы лечитесь от хеликобактера, все-таки нужно понимать свой риск, нужно сделать эндоскопию, нужно получить морфологический материал и понимать, есть ли у вас атрофия в желудке, и если есть, то на какой стадии. Если 3-4 стадия атрофии, вам предложат раз в 3 года делать эндоскопическое исследование, потому что вы в зоне риска остаетесь. Вот это обязательное правило. Если хеликобактера нет, если нет рисков будущего рака, но периодически какие-то боли в животе возникают, но могут возникать от какой-то некачественной еды, могут возникать просто от каких-то продуктов, ну, не переносите вы продукты. Меня тогда спрашивают, доктор, а что мне есть? Ответ простой. Мы просто обсуждаем, от каких продуктов возникают неприятные симптомы, но их и ограничиваем. А если вы что-то едите и вам это доставляет удовольствие, вы не набираете лишний вес и при этом у вас нет симптомов, ну, пожалуйста, питайтесь так и дальше.
Друзья мои, у нас вновь понедельник, и вновь для вас хорошие новости. Смотрите, для того, чтобы быть здоровым, да, и быть уверенным в своем здоровье, нужно взять себя, свою семью, дойти до гастроэнтеролога, сделать простой тест и быть уверенным в том, что все с вами будет хорошо. Пожалуйста, обратите внимание на эту рекомендацию, потому что любую болезнь проще всегда предотвратить, чем лечить. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о здоровье желудочно-кишечного тракта вместе с нашим гостем, гастроэнтерологом Дмитрием Бординым. Доктор, спасибо большое вам. Спасибо. Оставайтесь с нами и не забывайте подписываться на наш канал. В комментариях оставляйте свои пожелания, о какой теме вам было бы интересно послушать. Увидимся, друзья. Будьте здоровы. Пока.